Малица есть у вас? Малицы у меня нету. Кисы? Кисы нету у меня. Суконный гусь? Есть суконный гусь. А ездить так не пойдет, но в этих-то Замерзнешь. пуховичках. Как замерз? На улице-то всего 15. Минус 15. Малицу оденешь, А и ветер, кисы да, оденешь. То иначе замерзнешь. Вдруг завтра не такая погода будет. Теда главное, хаусуни мята галаву, я у тебя гадаву. Я умада. Я у тебя галаву. Тогда я умада на не мощно садку. И я Сначала поедем в стойбище моего сына. Там переночуем в чуме. Затем поедем в лесную сторону. Пересечем Обскую губу. На середине Обской губы проведем обряд. Для этого нужны плакачи и торот. Малицу, кисы и гусь. Погода часто меняется, да? Да, меняется. Может, Буквально Сегодня более-менее, завтра холодно. погода меняется буквально чуть не через полчаса. Кстати, так мы кинем такой. Не кинем чама, как она. Держан поя. Вот она, не. Самый сильный удар в моей жизни – болезнь моей дочки. А вот тогда было очень тяжело. Особенно в первые годы. Все тоска давила, по оленям, по тому образу жизни. Иногда до такой степени дома давили, простора не хватало. Мы с женой за село выходили. Она там шила, а я рядом с ней собирал ягоды. Подожди, ты верни. Хардаван, я когда харан крова, хамга мунимга. Нюднинум днаша, нюднинунгани, нюднинунгани гашаунишау. Нюднинуне гашаунша харан даунишау. Когда младшая дочь заболела, пришлось переехать в поселок. Ноги у нее заболели, ходить перестала. 7 лет ездили по разным врачам. Теперь самостоятельно ходит. Значит, все было не зря. Всевышний видит все, наши старания, желание жить. Без него ничего не обходится. Посмотрим священную нарту. Пусть упряжь лежит между полозьев. Пройди с той стороны. Развяжи узел. Немного подправим. Потом все снова сложим обратно. Всю веревку не нужно вытаскивать. Узел второй веревки там же? Развяжи.
Вот идолы. У каждого из них свое предназначение. Обращались к ним всегда только в самых крайних случаях. Надо их хорошо расположить. Все надо хорошо, аккуратно прибрать. Флаги. Это дух, бог изобилия земного. Это вещь рода Саратета. Их развешивают. Они так не должны просто лежать. Бубен. Вот, видишь, какая у него малица? Когда его вытаскивают, держат над огнем. Давно его никто не брал в руки. Раньше шаманы были, и у них бубны были большие. Этот маленького размера. Когда-то он был в действии. Давно. Бубны почитали тоже, как и других идолов, духов, богов. Поэтому он с ними со всеми вместе. Вот, видишь, он старинный, на место положим. Вот так. А эти всегда были здесь. Не торопись. Надо все сделать, как полагается. Обращаться к их помощи нужно на священном месте. Того, кто из них тебе нужен, берешь и на священном месте обращаешься к нему. Вот так раньше делали. Сейчас новая жизнь. Все, запаковываем нарту. Вот, искал образок святого Николая Чудотворца. Я знаю, что он здесь. Но сейчас не время полностью нарту разбирать и их всех показывать. Мы все сделали правильно. Не завязывай узел. Намотай крепко. Конец веревки надо специальным образом намотать. На священной нарте не завязывают узел. Вот так сделай. Вот так сделай. Теперь вот эту веревку дай. Здесь каждая деталь важна. У тех, кто здесь находится, у каждого из них свой день, свое время. Каждый имеет свое предназначение. Они нам помогают во всех начинаниях, делах. Вот так и сделаем. Давай. Давай веревку вытащи. Вот так. Тяни. Вот эти тоже подними. Упряжь давай тоже поднимем. Потом очистим ее священным огнем. Мы открывали священную нарту. Там разные идолы, воплощение духов. У каждого из них свое предназначение. Конечно, каждому из них нужно время уделять. Это все для жизни, для равновесия. Я верю в высшие силы. Знаю и чувствую, что Бог рядом. Он мне помогает. И если бы я не верил в Него, то, думаю, моя дочь не встала бы на ноги.
Раньше у Яптик была большая священная нарта Яптик-хада. Сейчас уже и этого нет. Мне уже 6-й десяток пошел. Родился я в тундре, в Чуме. Тогда многие женщины рожали в Чуме. Наверное, только те, которые работали в оленеводческих бригадах, в селе, в роддоме рожали. Место, где стоял Чум, у речки Вандияха. Вообще-то сейчас меня все зовут Терка. Тер – это крик по-нашему. Маленькие дети бывают крикливые. А в школе все меня звали Юра. Когда пришло время и начали оформлять паспорт, обратили внимание, что у меня двойное имя – Юра, а в скобках Терка. Я получил паспорт, а там написано имя Терка. Так и стал Терка. И после этого, можно сказать, крик мой облетел земной шар. Сейчас я живу и работаю в поселке. Но мою душу греет тундра, стойбище, олени. Это близко моему сердцу, моему духу. Все зависит от самого человека. Как он смотрит на жизнь, так и живет. Конечно, не всегда получается, но многое зависит от тебя самого.
Ой, что это такое? Тендер кau yang mana? Ya. Вот как только спустились на лед, неважно, в оленеводческой бригаде или оленевод-частник со своим стадом, проводят обряд. Вот по возможности разводят костер. Вот так останавливаются, проводят обряд. Обязательно во время каслания через реку Обь нужно проводить обряд, чтобы наши дети, внуки, потомки жили, чтобы они не забывали о своих корнях, традициях. Ради вот таких малышей, чтобы они могли вот так же, как мы, ездить по родной земле. Мы ведь все такими были. В будущем пусть вот так кочуют наши дети. Серко yo motor pinima. Yun ganun. Ya dong aja sedikit. Вот остановились на середине Оби, так сказать, в самом сердце Неру-Яу. После остановки разводим костер. На костре готовим бульон из оленины. Это место просто так нельзя оставлять. Священное место. Это ход нашей жизни, наши обычаи, традиции, то, что ведет нас вперед. Да. Начало капки унести немножко. Ага, хорошо. Вот здесь? Да, любое место. Местным духом, да? Да, вон водяным. У нас сейчас в основном это как бы водяным. Вот это все обращение и чтобы жизни не забирал. Да, и чтобы как мы кослали раньше, чтобы всегда так и было. Какие слова обычно надо говорить? Тум такая, тум. Ага. Скажи. На своем прямо скажи. Я в намаз. Окиню. Тигню. Тигню тренера. Не обжеркал маним. Ханну пьяу. Аня сыртолу ундря. Минду яды. Я не его садочек. Вот как только спустились на лед, неважно, в оленеводческой бригаде или оленевод-частник со своим стадом, проводят обряд. Нарты, аргиш стоят по направлению к Очеве, в сторону солнца. В этот период мы ведь кочуем в сторону солнца. Вот по возможности разводят костер.
вот так останавливаются, проводят обряд. Раньше, когда оленеводы пересекали Обь, проводили на середине Неру-Яу обряд жертвоприношения. Приносили в жертву оленя. Если не было возможности забить оленя по каким-либо причинам, то вот так, как мы, разводили костер, разные угощения, накрывали стол. Все это делается ради наших детей, будущего. Сейчас мы в самом сердце Неру-Яу. Где наша мама? Пора подготовиться к обряду. Когда оказываемся на таком особенном месте, обязательно надо проводить обряд очищения. И человек, и весь транспорт приедут на другой берег сакрально чистыми. Тогда в лесу с ним и его семьей, с оленями, все будет хорошо. Все планы его воплотятся в жизнь. Для обряда очищения необходимы плакучи и торот. В железную чашу, в которую положили горящие угли от нашего костра, на них положат плакучи и торот. Сегодня мы все сделали так, как полагается. Развели костер, приготовили бульон из оленины, угостили духов. Долгие годы мы не переходили Обскую губу. Давно не делали этот обряд. Наш сын вместе с семьей, Чумом, впервые перекочевал через Обь. Мы очень довольны, что у нас все получилось.